Жила-была маленькая славная девочка. Всем она была мила, кто только видел ее. Но всех милее и всех дороже была она бабушке, которая уж и не знала, что бы подарить своей любимой внученьке. Подарила она однажды ей шапочку из красного бархата. А так как ей эта шапочка была очень к лицу и ничего другого носить она не хотела, то и стали ее называть Красной Шапочкой. Вот однажды ее мать попросила отнести кусок пирога и бутылку вина к бабушке. Мол, она и больна, и слаба, это ей будет на пользу. Приказала мать в сторону от дороги не забегать, не то упадет и бутылку разобьет, и бабушке тогда ничего не достанется. А когда к бабушке придет, чтобы не забыла с ней поздороваться. Послушалась Красная Шапочка, взяла гостинцы и пошла в путь. А бабушка жила аж за лесом, на полчаса ходьбы от деревни. И чуть только Красная Шапочка вступила в лес, как повстречался ей волк. Девочка, однако же, не знала, что это был за лютый зверь, и ничуть его не испугалась. Она вежливо поздоровалась. Волк тоже вел себя очень прилично, поэтому Красная Шапочка все и рассказала волку, что несет она гостинцы своей любимой бабушке. И пока она рассказывала, как пройти к дому бабушки, волк про себя подумал, как бы ему съесть не только старушку, но и миленькую девочку. И тут волк придумал показать Красной Шапочке огромную поляну с прекрасными цветами. Красная Шапочка, как взглянула на множество дивных цветов, то и подумала, что было бы неплохо принести бабушке свежий пучок цветов, ведь это бы ее тоже порадовало. Да и сбежала с дороги в сторону и стала собирать цветы. Чуть сорвет один цветочек, как уже ее другой манит, еще лучше, и она затем побежит. И так все дальше да дальше уходила вглубь леса. А волк прибежал прямехонько к бабушкиному дому и постучался в дверь. Бабушка спросила, кто там. А волк ответил тоненьким голоском, что эта Красная Шапочка принесла пирожка и венца. Старушка поверила и велела надавить на щеколду и входить. Волк надавил на щеколду, дверь распахнулась, и он забежал к бабушке в избу. Кинулся к постели бабушки и разом проглотил ее. Затем он надел бабушкино платье и на голову ее чепчик, улегся в постель и стал ждать. Красная Шапочка между тем бегала и бегала за цветами, и когда их набрала столько, сколько могла нести, тогда опять вспомнила о бабушке и направилась к ее дому. Она очень удивилась тому, что дверь была настежь отворена, и когда вошла в комнату, окликнула бабушку. Ответа не было. Подошла внученька к кровати и видит. Лежит бабушка, и чепчик на самый нос надвинула, и такую странную, кажется. Красная Шапочка с недоумением спросила, для чего бабушке такие большие уши. А волк ответил бабушкиным голосом, чтобы лучше слышать. Затем Красная Шапочка спросила, зачем бабушке такие большие глаза. Чтобы лучше тебя рассмотреть, ответил волк. А руки такие большие, чтобы легче обхватить. И когда Красная Шапочка увидела пасть волка и только спросила, почему у бабушки такой противный большой рот, как волк накинулся на нее, закричав, чтобы я тебя могла съесть. И как выскочил из-под одеяла и проглотил бедную девочку. Насытившись таким образом, волк опять улегся в кровать, заснул, да и стал храпеть, что есть мочи. Проходил в это время мимо бабушкиного дома охотник. Услышал храп и подумал, не приключилось ли чего-нибудь со старушкой, что она так храпит. Вошел он в дом, подошел к кровати и видит, что там волк спит. А он уже давненько на этого злодея охотится. Хотел было убить его из ружья, да пришло ему в голову, что волк, может быть, бабушку проглотил и что ее еще спасти можно. Потому и не выстрелил, а открыл широко волчью пасть и увидел, как там мелькнула
красная шапочка. Выпрыгнула из пасти девочка и сказала, что там еще ее бабушка. Открыл охотник еще шире волчью пасть, и за красную шапочку кое-как выбралась и бабушка-старушка. Обрадовались они, стали обниматься и благодарить охотника. Решили они проучить хитрого волка. Натаскали поскорее больших камней, напихали их волку в пасть и брюхо и вынесли его во двор. И когда волк проснулся, увидел охотника и хотел было улизнуть, но не вынес тягости камней и упал на землю. Это порадовало всех троих. А волк тем временем поднялся и еле-еле поволок свое тяжеленное брюхо в темный лес. Больше его и не видели. Вот так они проучили хитрого волка, а красная шапочка решила, что никогда больше не ослушается матушкиного приказания. Жил-был старый мельник, и было у него 3 сына. Когда мельник умер, он оставил сыновьям в наследство мельницу, осла и кота. Старшему досталась мельница, среднему осел, ну а младшему пришлось взять кота. Старшие братья смеялись над ним, но кот пообещал, что сделает богатым младшего брата, если тот даст ему пару сапог и мешок. Хозяин удивился, но просьбу кота выполнил. Кот тут же натянул на задние лапы сапоги, насыпал в мешок овса, закинул его за плечи и отправился на охоту. В лесу он раскрыл мешок, бросил его на землю, а сам спрятался в зарослях. Долго ждать ему не пришлось. К мешку прискакал любопытный заяц и влез в него, чтобы полакомиться овсом. А кот только того и ждал. Он выскочил из зарослей, затянул мешок, взвалил его на плечи и отправился в королевский замок. Король той страны был большой любитель вкусно поесть. Кот отвесил ему глубокий поклон, вручил зайца и сказал, что это подарок от его господина, маркиза де Карабаса. Король был приятно удивлен такому сюрпризу. Кот раскланялся, как настоящий дворянин, и отправился в путь. На следующий день он снова отправился с мешком на охоту. На этот раз ему удалось поймать 2 жирных куропаток. Король обрадовался, увидев очередной приятный подарок. Несколько недель подряд кот продолжал носить королю то куропаток, то зайцев, но своему голодному и исхудавшему хозяину он ничего об этом не говорил. Однажды кот увидел во дворе принцессу. Она была очень красивой. Кот сообразил, что она была бы прекрасной женой для его хозяина. И вот король захотел наконец-то познакомиться с маркизом. Кот ответил, что они могут найти его завтра на прогулке там, где мельницы, а сам побежал во весь дух к мельнице. Увидев хозяина, кот сказал, что завтра нужно будет искупаться в речке, и тогда его жизнь изменится. На следующее утро только он влез в воду, как кот схватил его одежду и спрятал в кустах. В этот момент на дороге появилась королевская карета. Кот выскочил на дорогу и закричал во все горло: «Спасите! Помогите! Маркиз де Карабас тонет!» Услышав это, король приказал вытащить маркиза из воды. Сын мельника сильно испугался, когда 2 охранников стали силой тащить его из реки, где он нежился в теплой воде. Король приказал принести ему свой шелковый наряд. Сын мельника сначала было отказывался, но расшитая золотом одежда так ему понравилась, что он с удовольствием надел королевский наряд. Король пригласил его в карету, где сидела прекрасная принцесса. Сын мельника остолбенел, но без лишних слов сел в карету. Через минуту карета покатила дальше по полям и лугам, принадлежавшим великану-людоеду, который жил в огромном замке. Кот не терял времени и, что было духу, помчался впереди кареты в сторону луга, где в поте лица трудились жнецы. Он попросил сказать, что эти поля принадлежат маркизу де Карабасу. В противном случае злой людоед съест их. Прежде чем удивленные жнецы успели ответить, подъехала королевская карета. И когда король спросил, чьи это луга, они дружным хором ответили, что эти поля принадлежат маркизу де Карабасу. Тем временем кот отправился прямо в замок людоеда. С кошачьей ловкостью он перепрыгнул через каменную стену и пробрался в замок.
Людоед сидел за большим столом, уставленным разными блюдами. Увидев кота в сапогах, он сильно удивился такой наглости. Кот начал дразнить великана и сказал, что тот не сможет превратиться во льва. Не успел кот произнести эти слова, как людоед превратился в огромного льва с лохматой гривой. У кота от страха душа ушла в сапоги, но он преодолел его и сказал, что людоед никогда не сможет превратиться в мышь. Страшный лев исчез, а на его месте появилась маленькая мышка. А коту только это и было нужно. В мгновение ока он догнал мышь, поймал ее и съел. В это самое время во двор замка въехала королевская карета. Распахнув дверцы кареты, кот учтиво поклонился и сказал, что рад видеть всех в замке маркиза де Карабаса. Трудно сказать, кто больше онемел от изумления при этих словах, король или сын мельника, который уже вообще ничего не понимал. Кот отвел гостей к столу. В конце ужина король, наевшись до отвала, сказал, что маркиз и в самом деле очень достойный человек, поэтому с радостью отдаст свою дочь в жены. Принцесса была счастлива. Молодой, красивый, да к тому же богатый маркиз ей очень понравился. Вскоре они и свадьбу сыграли. Так сын мельника женился на принцессе и сделался принцем. Все они жили долго и счастливо, особенно кот, который гордо расхаживал по дворцу в высоких сапогах.